С тех пор, как США столкнулась с колоссально высоким уровнем инфляции, ФРС каждый месяц пытается побороть эту проблему, постепенно повышая процентные ставки. За это время каждый инвестор ощутил, что значит повышение этих ставок. Ведь если отмотать время назад, мы увидим, как после каждого повышения все рынки стремились вниз. И понятное дело, крипта не была исключением. Последнее повышение было 21 сентября, из-за чего биткоин, недолго думая, задержал дыхание и нырнул, дойдя до своего дна $18 100, которого не было с начала лета. И вот не успели мы с вами моргнуть, как месяц пролетел с сумасшедшей скоростью, и к новому заседанию ФРС осталось меньше недели. Ведь 2 ноября Пауэлл и его команда мстителей продолжат ожесточенный бой с инфляцией и объявят новую процентную ставку. На рынках развелось много слухов, что ее собираются понизить, мол, инфляция отступает, но различные отчеты, показатели и мнения аналитиков говорят совершенно о обратном. Поэтому в этом видео вы узнаете, будут ли повышать процентные ставки в ноябре, когда ФРС начнет ослаблять свою политику, что будет со ставками в 2023 году и какую реакцию следует ждать от биткоина 2 ноября. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Чтобы в будущем не пропускать новые ролики и всегда быть первым в курсе всех событий, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, а мы начинаем. Несмотря на продолжение кризиса, за последнюю неделю биткоину все-таки удалось взять себя в руки и вырваться с локального дна $18 600, а цену в 19 тысяч использовать в качестве поддержки. Активизация роста наблюдалась, когда различные в кавычках эксперты утверждали, что ФРС якобы смягчит свою политику повышения ставок в преддверии ноября. На основе цитат в основных СМИ от должностных лиц ФРС они предположили, что ноябрьское повышение может стать последней корректировкой на 75 пунктов, за которым последует только снижение. Главный экономический корреспондент Wall Street Journal сказал, что некоторые чиновники больше стремятся изменить свое отношение к процентным ставкам, чтобы снизить негативные последствия. И заседание в ноябре может позволить должностным лицам согласовать следующие шаги. Но после таких заявлений он получил шквал критики, и некоторые обвинили его в фейковой информации, которая может ввести инвестора в заблуждение. Вот как раз таки эти слухи очень сильно повлияли на покупателей крипты, а особенно биткоина. Но в экономике и на финансовых рынках ссылаться на слухи можно в самую последнюю очередь, а сперва нужно смотреть на отчеты, данные и цифры, которые никогда не врут. И поэтому ФРС будет брать в учет много показателей, чтобы принять решение, продолжать ли свою серию повышений ставок или нет. Самый важный момент, на который пристально будет смотреть Федеральная резервная система, это высокий показатель инфляции за сентябрь. И он, вероятнее всего, приведет ФРС к повышению процентных ставок на 0,75% пункта на заседании 2 ноября. Губернатор ФРС Кристофер Уоллер в своей речи в начале этого месяца сказал: «На нашей следующей встрече у нас будет очень вдумчивая дискуссия о темпах ужесточения. Это повышает риск того, что ребята из ФРС все-таки задержат ожидаемое замедление темпов роста ставок в будущем». К тому же предварительный отчет ВВП США за третий квартал, который на момент выхода уже опубликовали, станет важным показателем. А те, кто был подписан на наш телеграм-канал, еще в понедельник знали о всех важных отчетах недели, потому что в нашем телеграм-канале Coin22 мы ежедневно публикуем самые актуальные и свежие новости, отчеты и события из мира крипты. Так что подписывайся, читай и зарабатывай. Ссылка находится в описании. По мере накала высокой инфляции растут ожидания того, что ставки должны будут подняться до еще более высоких уровней в начале следующего года, чем ранее ожидали политики и инвесторы. ФРС повышала свою базовую ставку на 0,75% пункта на каждом из своих последних 3 встреч. Последний раз это было в сентябре, в результате чего ставка достигла 3,25%. Чиновники повышают ставки с самыми агрессивными темпами с начала 80-х годов. До июня они не повышали ставки на 0,75% пункта с 1994 года. Должностные лица ФРС хотят, чтобы более высокие затраты на заимствование замедляли экономическую активность, ограничивая расходы, найм и инвестиции, что со временем должно снизить спрос, чтобы снизить инфляцию. Почти все политики, которые участвовали в заседании ФРС 20-21 сентября, нарисовали большое повышение процентных ставок на каждом из 2 оставшихся заседаний в этом году. Прогнозы показали, что большинство чиновников ожидают, что показатели достигнут пика примерно в 4,5% в начале следующего года. По данным СМИ Групп, инвесторы ожидали, что ФРС повысит процентные ставки чуть ниже 5% к марту и повысит ставки до пика чуть выше 4,5% в феврале. Инфляция оставалась высокой в сентябре, снова бросая вызов прогнозам экономистов о некотором замедлении, особенно для так называемых основных цен,
которые исключают волатильные категории продовольствия и энергии, что имеет весомое значение для ФРС. Департамент труда сообщил, что потребительские цены выросли на 0,4% в сентябре по сравнению с августом. В годовом исчислении ИПЦ замедлился до 8,2% с 8,3% в августе, но основные цены выросли с 0,6% в сентябре по сравнению с августом и на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, что было новым максимумом в 4 десятилетия. Пандемия резко увеличила расходы на товары при одновременном снижении спроса на услуги, и должностные лица ФРС до недавнего времени надеялись, что по мере расходов, которые подпитывали инфляцию, ослабнут. Но в последнее время выше должностные лица ФРС выразили обеспокоенность тем, что даже если цены на сырьевые товары будут продолжать падать, а цены на товары замедлятся по мере ослабления сбоев в цепочке поставок, инфляция может недопустимо превышать целевой показатель ФРС в 2% из-за давления на заработную плату, которая подталкивает цены на рынке труда. В начале месяца президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, снижение цен на сырьевые товары и отступающие проблемы в цепочке поставок самих по себе будет недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели в 2%. Также он добавил, что спрос на рабочую силу и услуги намного опережает имеющиеся предложения, и это подводит к широкой инфляции, которая будет замедляться намного дольше. Дополнительным фактором на повышение ставок становятся расходы на жилье, которые продолжали быстро расти с сентября, но, как ожидается, замедляться в следующем году, так как цены на жилье растут, а арендная плата замедляется. Ставки по ипотечным кредитам удвоились за последний год, достигнув нового 20-летнего максимума в 6,92%. Это, собственно, те проблемы, которые будут вставлять палку в колеса и финансовым рынкам, и рынку крипты. Вот только помимо негативных показателей инфляции в США, с такой же проблемой столкнулась и Европа. Но еще бы, с нынешней обстановкой в мире, которую мы подробно разбирали вот в этом видео, очень сложно стимулировать экономику и держать ее под контролем. Согласно опросу экономистов, Европейский центральный банк будет действовать гораздо решительнее, чем ожидалось ранее, чтобы контролировать рекордную инфляцию, даже несмотря на то, что еврозона поддается рецессии. Ожидается, что ставка депозита ЕЦБ достигнет 2,5% к марту следующего года, что больше, чем 1,5%, как предполагалось в предыдущем опросе. Это включает в себя повышение на 75 базисных пунктов 27 октября и еще один шаг на 50 пунктов в декабре. И более 2/3 респондентов заявили, что чиновники остаются за показателем в борьбе с ростом цен, который почти в 5 раз превышает целевой показатель в 2%. Исследование показало, что спад в экономике еврозоны 19 стран не приведет к остановке повышения ставок, что схоже с политикой ФРС, но результаты также вызывают обеспокоенность тем, что ЕЦБ может в конечном итоге перестараться. Один аналитик сказал, что ставки могут быть снижены уже в июле, хотя прогноз заключается в том, что первое сокращение произойдет в 2024 году. Самый высокий уровень инфляции наблюдается в Великобритании. Рост цен на продовольствие вернул инфляцию Великобритании в двузначную цифру в сентябре, усилив давление на продовольствие и Центральный банк. ИПЦ вырос на 10,1% в прошлом месяце, с 9,9% месяцем ранее. Это соответствовало 40-летнему максимуму, достигнутому в июле, и превзошло ожидания экономистов на 10%. Рост цен привел к самому резкому снижению покупательной способности за последние десятилетия, что привело к падению рейтингов премьер-министра Лиз Трасс, собственно, после чего она решила выйти из этой игры и подала в отставку. Поэтому ухудшение экономики в еврозоне станет весомой причиной задуматься инвесторам, наращивать свои портфели или нет. Агрессивное повышение ставок не является положительным для цен на криптовалюту. Рисковые активы, такие как акции и криптовалюта, сильно коррелируют с начала 2022 года. Оба двигались в унисон и изо всех сил пытались набрать обороты в этом году, поскольку инвесторы отступают в ответ на рост цен, рост процентных ставок, инфляцию и потенциальную рецессию. Если фондовый рынок упадет из-за очередного повышения ставок, крипторынок, скорее всего, сделает то же самое. Но во вторник на рынке крипты наблюдалась интересная картина. Биток поднялся выше 20 тысяч долларов. Такой цены не было начиная с 7 октября. Рынок акций США также поднялся. При этом S&P 500 и NASDAQ выросли чуть более на 1,5%, а вот индекс доллара США наоборот потерял свои позиции в тот же день, упав до самого низкого уровня 6 октября и обеспечил потенциальное преимущество для рисковых активов. Как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло. Собственно, из-за чего рынки крипты были зелеными. Также на руку сыграла ликвидация шортов. Только для биткоина она превысила 165 миллионов долларов в тот же день, что стало многомесячным максимумом, и кросс-ликвидация составила более 400 миллионов долларов. Тем не менее, майнеры продолжают страдать от потерь прибыли. С хешрейтом на рекордно высоком уровне, но спотовой ценой на самом низком уровне почти за 2 года майнеры продолжают бороться с самым жестким снижением прибыли в истории. Некоторые предупредили, что они вскоре могут быть вынуждены разгрузить накопленные монеты для покрытия расходов. В специальном исследовании ведущий аналитик Blocktrends обратил внимание на хэш-цену и доход майнеров. На данный момент хэш-цена, как известно, составила $66,5
тысяч долларов, что является самым низким значением из когда-либо зарегистрированных. По состоянию на сентябрь баланс биткоин публичных майнеров составил в общей сложности 34,5 тысяч биткоинов. Этот большой транш ликвидности может быть выгружен по мере продолжения давления на майнинг. Биткоин продолжает капитулироваться до диапазона от 10 до 18 тысяч долларов, подпитывая окончательные распродажи от майнеров, что будет очень сильно отражаться на его цене. С точки зрения движения цены на биткоин после объявления ставок, то, как показывает практика, она исключительно снижалась, и 2 ноября вряд ли станет каким-то исключением, ведь экономическая обстановка только ухудшается. Поэтому есть два основных пути, которые каждый выберет для себя. Если вы холдер и нацелены на долгосрочное хранение монет, это событие может стать для вас очередной попыткой немного усреднить свои позиции. Понимаю, что это банально, но в нынешних реалиях ничего лучшего не придумаешь. Ну а если вы готовы принять достаточно высокие риски, то добро пожаловать на рынок фьючерсов, чтобы открыть шорт-позиции и заработать на коротких просадках. Только не стоит этого делать именно 2 ноября. Ведь мы не зря записали это видео за неделю, потому что многолетняя практика показывает, как цены падают перед событием, а не когда оно уже произошло. Так что если примете решение открывать короткие сделки, держите это в голове. А уже 2 ноября не исключено увидеть, как рынок начнут откупать. Вообще любые события, связанные с ФРС или другими экономическими факторами, не должны кардинально изменить вашу долгосрочную стратегию инвестирования. Так что придерживайтесь определенной тактики, и она обязательно приведет вас к победе. Вам спасибо за просмотр, поддерживайте это видео лайком и подпиской на телеграм-канал. Ну и не забудьте написать в комментариях, что собираетесь делать перед публикацией ставок ФРС. Всем удачи, до скорых встреч!